1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт приехал в юго-восточную Турцию. То, что он нашел, перевернуло все, что мы знали об истории человечества. Под холмом в провинции Шанлыурфа лежал храм. Возраст 12 тысяч лет. Это старше Стоунхенджа в 6 раз. Старше египетских пирамид на 7 тысяч лет. Его построили люди, у которых не было ни городов, ни письменности, ни металла, ни даже глиняных горшков. Охотники-собиратели. И они поставили здесь 200-пудовые каменные колонны. Каждая весит до 20 тонн. Без колес, без кранов, без вьючных животных. Это место называется Гёбекли-Тепе. И именно здесь ДНК открыла то, о чем предпочитают молчать учебники. Кто были эти люди? Откуда они пришли? И почему после тысяч лет использования они сами закопали свое величайшее сооружение? Через несколько минут я покажу вам ДНК-анализ, который тихо опубликовали и почти не заметили. Он меняет все. Но сначала место. Потому что, когда вы увидите его с воздуха, вы поймете, почему весь мир остановился. Сверху Гёбекли-Тепе выглядит как несколько концентрических кругов, вписанных в известняковый хребет. Каждый круг – отдельный зал с колоннами. Обнаружено более 200 колонн в 20 кругах. И это только 10% объекта. Остальные 90% еще под землей. Ученые подсчитали, чтобы полностью раскопать Гёбекли-Тепе, нужно еще 150 лет работы. Это не просто archaeological site. Это самое древнее монументальное сооружение в истории нашего вида. И вот что самое странное. Его нашли еще в 1963 году. Американские исследователи записали в своем журнале «Средневековое кладбище» и уехали. 31 год объект ждал. Лежал под землей в 6 километрах от города Шанлыурфа, никому не нужный. В 1994 году Шмидт приехал на тот же холм. Он увидел то, что американцы проигнорировали. Известняковые плиты в земле были верхушками огромных Т-образных колонн. Он провел на этом месте 20 лет, до своей смерти в 2014 году. Говорил, первым делом было святилище, потом пришло земледелие, не наоборот. Это переворачивало все. Учебники говорили, сначала земледелие, потом города, потом религия. Гёбекли-Тепе говорит обратное. Религия, или что-то, что мы называем этим словом, была до земледелия. Строительство храма могло само породить цивилизацию. Но чтобы понять, кем они были, нужно спуститься вниз, в самые древние слои. Туда, где начинается история, которую мы не знали. И именно здесь ДНК сказала кое-что такое, что заставило ученых замолчать. К этому мы вернемся. Сначала объект. Провинция Шанлыурфа, юго-восточная Турция. Плодородный полумесяц, регион, где человечество, по официальной версии, впервые начало возделывать землю. Гёбекли-Тепе в переводе с турецкого «холм с пупком». Назвали так за округлую форму известнякового холма, видную издалека. Объект расположен на высоте 760 метров над уровнем моря. С его вершины видны десятки километров вокруг. Стратегическая позиция. Раскопки обнаружили несколько слоев строительства. Самый нижний и самый древний датируются примерно 9600 годом до нашей эры. Но есть детали, которые указывают, активность на этом месте могла начаться еще раньше, возможно, в 10 тысячном году до нашей эры и раньше. Самые большие и самые сложные круги в нижних слоях. Потом меньше, проще. Это странно. Обычно все наоборот. Цивилизации растут в сложности. Самый большой из раскопанных кругов – замкнутый комплекс D. Диаметр 20 метров. Центральные колонны 5,5 метров в высоту, 20 тонн каждая. Посмотрите на них сверху. 12 малых колонн по периметру, 2 огромных в центре. Это не случайная расстановка. Центральные колонны ориентированы на восток. Точно. Каждый год в день весеннего равноденствия первые лучи солнца проходят между ними. Кто-то 12 тысяч лет назад умел измерять небо и строить в соответствии с астрономическими данными. Охотники-собиратели.
Т-образные колонны — это не просто форма. Ученые считают, это стилизованные человеческие фигуры. Верхняя перекладина — голова, тело — вертикальная часть. На некоторых колоннах у основания Т-образной части вырезаны руки, пояс, набедренная повязка. Это люди, только без лиц. Безликие существа размером 5 метров стоят по кругу, смотрят внутрь. Что это? Боги? Предки? Духи-хранители? Ответа нет, письменности не было. Они не оставили нам ни слова, только камень. И на этом камне символы. Символов больше 60 видов. Животные, птицы, рептилии, насекомые. Каждое изображение вырезано с хирургической точностью в твердом известняке. Лисы, змеи, кабаны, журавли, грифы, скорпионы, львы, пауки. И среди них существа, которых нет в природе. На одной колонне рядом со змеей существо с человеческим телом и птичьей головой. Таких животных не существует. Это мифология. Значит, у этих людей уже была мифология. Вера в сверхъестественных существ. 12 тысяч лет назад. Но кто именно были эти люди? Это вопрос, на который у нас долго не было ответа, пока не вмешалась наука о ДНК. Запомните этот вопрос. Мы вернемся к нему после того, как я покажу вам кое-что еще более невероятное. То, что они умели делать с камнем. Охотники-собиратели. Когда вы слышите это слово, мозг рисует примитивных людей, едва способных развести костер. Гёбекли-Тепе разрушает этот образ полностью. Охотники-собиратели, построившие его, обладали сложной социальной организацией. Подумайте о логистике. Чтобы добыть, обтесать и доставить 20-тонный монолит, нужно несколько сотен человек, работающих слаженно. Несколько сотен человек означает, кто-то их кормит, кто-то организует работу, кто-то следит, чтобы не было конфликтов. Это уже социальная структура. Охотились они главным образом на газелей. Кости газелей найдены на объекте тысячами. Это было крупное коллективное охотничье хозяйство. Специалисты подсчитали, чтобы прокормить строительную команду, нужно было регулярно добывать сотни газелей. Это планируемая охота. Зерно тоже было, в небольших количествах, дикое, некультурное. Они не выращивали его, они его собирали. И вот здесь один из самых интересных фактов. Гора Каракадак в 30 километрах от Гёбекли-Тепе. Это место, где ДНК дикой пшеницы наиболее близка к ДНК культурной пшеницы. Другими словами, первая в мире культурная пшеница, скорее всего, появилась здесь, рядом с Гёбекли-Тепе, в то же время. Случайность? Шмидт думал, строительство храма могло само по себе запустить земледелие. Сотни людей нужно было кормить, охоты не хватало. Начали сеять. Это революционная идея. Если она верна, один священный холм в Турции изменил траекторию всей человеческой цивилизации. Но была ли у этих людей специализация? Были ли среди них мастера-камнерезы, отличавшиеся от охотников? Качество резьбы говорит «да». Такую точность невозможно получить без многолетней специализированной практики. Это профессиональные мастера. Инструменты найдены: кремниевые резцы, скребки, молоты из твердого камня. Все умелое, тщательно изготовленное. В карьере рядом с объектом нашли незаконченную колонну длиной 7 метров. Она до сих пор там лежит. Работу прервали и никогда не завершили. 7-метровая колонна весом около 50 тонн. Ее бросили посреди работы. Почему? Что произошло? Ответа нет. Но сам факт. Они работали над колонной 50 тонн. Они планировали поставить ее здесь. Это масштаб, от которого захватывает дух. Как они двигали камни? Это следующий вопрос. И ответ на него одновременно прост и захватывающий. Карьер находится в 300 метрах от объекта. Колонны двигали вниз по склону на деревянных санях с помощью веревок и человеческой силы. 300 метров и уклон вниз – это управляемо. Самое сложное – поставить колонну вертикально. Для этого нужны специальные ямы и рычаги. Ямы для установки колонн нашли. Они точно подогнаны под размер основания каждой конкретной колонны. Это инженерная точность.
Компьютерное моделирование показало, строители применяли геометрические расчеты. Они умели вычислять углы, расстояния, пропорции. Модели также показали, все круги спроектированы как единый комплекс. Это не постройки, добавлявшиеся стихийно. Это единый архитектурный план. Архитектурный план у охотников-собирателей 12 тысяч лет назад. Нет, это не укладывается в старую картину мира. Совсем. Вернемся к камню. Самый тяжелый из установленных монолитов весит 20 тонн. Высота 5,5 метров. Материал – твердый известняк. Их обтесывали кремниевыми орудиями. Кремень против твердого известняка – это часами, днями точить один изгиб. Поверхность готовых колонн идеально ровная, без следов неаккуратности. Мастера знали, что делали. Но давайте остановимся на секунду. Подумайте, эти люди никогда не видели ни одного подобного сооружения раньше. Не было образцов для подражания. Стоунхендж был построен через 6 тысяч лет, и египетские пирамиды через 7 тысяч. Никаких предшественников. Гөбекли-Тепе появился из ниоткуда. Из ниоткуда с точки зрения того, что мы знаем. Но, может быть, мы просто еще не нашли предшественников. 90% объекта под землей. В окрестностях Шанлы-Урфы уже найдено более 10 похожих холмов. Проект Таш-Тепелер «Каменные холмы» исследует их. Среди них Каракан-Тепе в 35 километрах от Гебекли-Тепе. Датировка – 9750 год до нашей эры. Возможно, старше Гебекли-Тепе. Это меняет картину еще раз. Не один одиночный холм, а целая сеть монументальных объектов по всему региону. Возможно, мы смотрели на одно дерево и думали, что видим весь лес, а лес был огромным. Но вернемся к самим камням. На поверхности каждой колонны рельефы, и именно в рельефах главная загадка. Возьмем одну колонну, колонну 43. Ученые называют ее «камень стервятника». Это самое знаменитое и самое загадочное. На камне стервятника – стервятник с распростертыми крыльями, держащий диск. Ниже – скорпион. Шея стервятника вытянута. Рядом другие символы. 20 лет ученые смотрели на него и говорили: ритуальные образы, шаманские символы, мифологические сцены. Потом в 2017 году двое инженеров из Эдинбургского университета посмотрели на него совсем иначе. Мартин Свитман и Димитриос Цикритсис задали вопрос: а что, если это не мифология? Что, если это карта звездного неба? Они наложили изображение на карту неба. Стервятник совпал с созвездием Стрельца, Скорпион со Скорпионом, диск с Солнцем. Если это верно, камень стервятника фиксирует положение звезд в конкретный момент времени. Какой именно? Ученые вычислили дату. Примерно 10 950 год до нашей эры, плюс-минус 250 лет. 10 950 год до нашей эры – это дата события, которое геологи называют младшим Дриасом. Внезапное резкое похолодание, массовое вымирание крупных животных. Младший Дриас. 1200 лет внезапного холода, начавшегося примерно 12 900 лет назад. Причина долго оставалась загадкой. В 2007 году группа ученых выдвинула гипотезу. Младший Дриас начался из-за столкновения Земли с фрагментами кометы. Удар мощностью в миллионы атомных бомб. Пожары по всей Северной Америке. Пыль и сажа в стратосфере. Резкое похолодание. Гипотеза спорная, многие геологи ее отвергают, но доказательства находят. Наноалмазы в слоях того периода, иридий, сферулы, следы удара. Если камень стервятника действительно фиксирует это событие, тогда люди Гөбекли-Тепе были очевидцами, или их предки были очевидцами, и они записали это. Не словами, их не было, камнем, символами, чтобы те, кто придет после, помнили. Свитман также указал, среди символов на других колоннах метеорные дожди, кометы, небесные события. Это не случайные образы.
На колонне 18 символ Энч, который также встречается в других неолитических объектах. Его интерпретируют по-разному: человек, врата, связь. Ученые обнаружили этот же символ Н в неолитических объектах от Мальты до Анатолии. Что он означает, до сих пор не ясно. Может быть, это первый в истории человечества символ, который использовался в разных регионах с единым значением. Протопиктография. Думайте об этом, пока я покажу вам еще кое-что. На колонне 43 есть деталь, которую я не упомянул. В нижнем левом углу камня стервятника безголовый человек, лежа. Рядом стервятник, склонившийся к нему. Это не охота, это ритуал. Обезглавленный человек встречается на нескольких рельефах Гюбекли-Тепе. Это тема, намеренная, повторяющаяся тема. Ученые предполагают, это сцены погребального ритуала. Тело умершего оставляли хищным птицам. Птицы уносили душу на небо. Это перекликается с позднейшими зороастрийскими и тибетскими традициями небесного погребения. Традиция, которой тысячи лет. Найдены и реальные человеческие кости в слоях Гюбекли-Тепе. Черепа с намеренными надрезами, следами какого-то ритуала с останками. 3 черепа с глубокими прорезями, возможно, их носили, возможно, украшали. Культ черепов предков. И это за 12 тысяч лет до нас. Это были сложные люди. С религией, с ритуалом, с искусством, с астрономией, с социальной организацией. И мы почти ничего о них не знали, пока ДНК не начала давать ответы. И вот здесь начинается та часть истории, которую замолчали. Кости из слоев Гюбекли-Тепе не строителей. Это важно понять сразу. Прямого ДНК самих строителей у нас нет. Но перед тем, как мы перейдем к ДНК, я должен рассказать вам кое-что, что заставит ДНК звучать совсем иначе. Примерно в 8000 году до нашей эры люди Гюбекли-Тепе сделали нечто совершенно невероятное. Они взяли свое самое великое творение и закопали его. Не одну колонну, не один круг. Весь объект. Все 1000 квадратных метров. Намеренно, методично, полностью. Для этого они принесли откуда-то 1000 тонн грунта, костей животных, каменных орудий. Это была колоссальная работа. Не обрушение, намеренное погребение. Благодаря этому погребению объект сохранился. Это главная ирония Гюбекли-Тепе. Его создатели сами его законсервировали. Почему они закопали его? Это вопрос, который не дает покоя ученым уже 30 лет. Ответа нет, только версии. Версия первая. Ритуальное закрытие. Место выполнило свою функцию. Его запечатали, как заканчивают молитву. Версия вторая. Смена мировоззрения. Общество переходило от охоты к земледелию. Старые боги стали неактуальны. Версия третья. Она самая темная, и ее не любят произносить вслух. Объект спрятали, потому что он был опасен. В некоторых традициях сакральный объект, потерявший своих хранителей, становился источником зла. Его нужно было нейтрализовать, закопать. Версия четвертая. Катастрофа. Что-то случилось. Война, засуха, эпидемия. Люди ушли и перед уходом закопали свое святое место. Все 4 версии могут быть правдой одновременно. В реальной жизни причины редко бывают одиночными. Но то, что они закопали объект, помогает нам с ДНК, потому что заполнение кольцами включало в себя человеческие останки. Не в качестве захоронений, они просто смешаны с мусором. Кости людей, которые там жили и умирали. И из этих костей взяли ДНК. Плюс региональные исследования. Ближайший регион Гюбекли-Тепе исследован в нескольких масштабных геномных проектах. Крупнейшая из них – публикация в журнале PNAS в 2022 году. Изотопный и геномный анализ древних популяций Верхней Месопотамии. Верхняя Месопотамия – это именно регион Гюбекли-Тепе.
Авторы исследовали геномы людей из нескольких неолитических объектов этого района. Что они нашли? Сейчас будет интересно. Очень интересно. Они обнаружили, что население региона в эпоху Гебекли-Тепе было генетически отличным от всех других групп того времени и при этом относительно изолированным. Это важно. Изолированное население значит, у них было время развить свои уникальные традиции, свою архитектуру, свои символы, свою астрономию. Генетически это были так называемые анатолийские охотники-собиратели. И геном существенно отличался от охотников-собирателей Европы и Ближнего Востока. У них не было значительной примеси от других групп. Они формировались отдельно, возможно, десятки тысяч лет. Представьте, пока в Африке шла одна история, в Европе другая, а в Восточной Азии третья, в Анатолии жила группа, о которой мы почти не знали. Тысячелетиями изолирована. В регионе, где сходятся горы, реки, плодородные долины. В уникальной экологической нише. И вот что невероятно, потомки этих людей дали начало сельскому хозяйству, которое питало всю западную цивилизацию. Исследование 2022 года подтверждает, анатолийские неолитические фермеры, прямые потомки охотников-собирателей того региона, мигрировали в Европу примерно от 8 до 6 тысяч лет назад. Они принесли с собой пшеницу, скот, деревни, керамику и свои гены. Если вы европеец, значит, в вас есть это анатолийское наследие. В среднестатистическом европейце сегодня от 30 до 60% ДНК от тех, кто пришел из Анатолии, в зависимости от региона Европы. Подумайте об этом. Люди, которые или строили Гебекли-Тепе, или были в нескольких поколениях от строителей, их кровь течет в сотнях миллионов людей сегодня. Но вот тихая деталь, о которой часто умалчивают. ДНК тех, кто строил монументы, отличается от ДНК тех, кто пришел позже. В позднейших слоях, примерно с 8000 года, появляется примесь, другие гены, новые люди. Строители и более поздние жители – разные группы. Это совпадает по времени с намеренным захоронением объекта. Пришли новые люди и закопали то, что сделали другие. Это гипотеза, недоказанный факт. Но совпадения по времени интригующие. Куда ушли первоначальные строители? Поглотились в новую популяцию через смешанные браки? Ушли в другие регионы? Вымерли? Неолитические исследования показывают, поглощение через смешение – самый частый сценарий. Гены остаются, культура меняется. Так, возможно, произошло и здесь. Строители растворились в новом населении, принесшем сельское хозяйство. Их гены выжили, их культура нет. Именно поэтому мы ничего не находили столетиями. Культурная непрерывность прервалась. Никто не помнил, никто не передавал. Тысячи лет холм с пупком лежал под землей. Под ногами пастухов, под плугами фермеров. Никем не знаемый. Это в каком-то смысле трагедия. Величайший монумент, когда-либо построенный первобытными людьми, 7000 лет, был просто холмом. Но вернемся к ДНК, потому что детали важны. В 2019 году журнал Current Biology опубликовал масштабные исследования по 8500 образцам ДНК из Анатолии, Европы и Ближнего Востока. Главный вывод – анатолийские охотники-собиратели оставались генетически изолированными дольше, чем любая другая группа в регионе. Эта изоляция – ключ. Она означает, что их уникальные черты не разбавлялись. Культурные традиции, интеллектуальные навыки могли накапливаться поколениями. Именно в изоляции, возможно, родилась та особая способность высекать сложные рельефы, возводить архитектурные ансамбли, следить за звездами. Анатолийские охотники-собиратели разделились с западноевропейскими охотниками-собирателями около 45 тысяч лет назад. Это огромная дистанция. 45 тысяч лет отдельного пути. 45 тысяч лет накопления уникального генетического и культурного опыта. Это объясняет их уникальность. Потом, между 8000 и 6000 годами до нашей эры, они вышли.
Анатолийские неолитические фермеры начали миграцию в Европу. Это не была война. Данные ДНК не показывают резкого насилия. Это было медленное, поколение за поколением расширение. Они несли сельское хозяйство как преимущество. Земледелие производит больше калорий на акр, чем охота. Фермерские популяции росли быстрее. Через несколько поколений охотничьи группы вытеснялись или поглощались, просто за счет демографического превосходства. Сегодняшний финн, испанец, грек – все несут от 30 до 70% анатолийской неолитической ДНК в зависимости от страны. Наибольший процент на Сардинии и в Южной Европе. Наименьший в Скандинавии, где сохранилось больше древней охотничьей крови. Сардинцы генетически самые близкие к тем первым анатолийским фермерам. Их популяция меньше смешалась с более поздними волнами миграций. Но даже в Скандинавии 30%. Треть генов у шведа или норвежца от людей, чьи предки жили в Анатолии 12 тысяч лет назад. Это означает, люди, связанные с Гёбекли-Тепе, буквально живут в каждом европейце. Они не ушли, они растворились в нас. Но их культура погибла, их язык погиб, их имена мы не знаем. Только гены, немые свидетели, дожили до нас. Молчаливые свидетели. В каждой клетке нашего тела частицы тех людей, что стояли у этих колонн 12 тысяч лет назад. Когда вы смотрите на фотографию Гёбекли-Тепе, вы смотрите на дело рук ваших предков. Буквально, генетически. Это делает Гёбекли-Тепе чем-то большим, чем просто исторический памятник. Это наш общий корень, наш общий предок в камне. А теперь давайте свяжем все вместе. ДНК, строительство, астрономия, захоронение – это не разрозненные факты, это одна история. Около 10-го тысячного года до нашей эры – это точка перехода. Младший Дриас закончился, климат потеплел, условия для земледелия стали возможны. И именно тогда в окрестностях Гёбекли-Тепе начинается первое одомашнивание пшеницы. Не в Египте, не в Месопотамии, здесь. Дикая пшеница Эммер с горы Каракадак, ДНК-анализ это подтвердил, стала предком всей культурной пшеницы мира. Каждый хлеб, когда-либо испеченный человечеством, начиная с 9000 лет назад, восходит к склонам горы в 30 километрах от Гёбекли-Тепе. Также в этом регионе впервые одомашнили диких коз, овец и свиней. Фермерство началось здесь, в нескольких десятках километров от объекта. Это не может быть просто совпадением. Гёбекли-Тепе и рождение сельского хозяйства происходили одновременно, в одном месте, с одними и теми же людьми. Шмидт был убежден, именно строительство храма потребовало сельского хозяйства, не наоборот. Религия родила цивилизацию. Это переворачивает привычную схему с ног на голову. Нас учили: сначала еда, потом культура. Оказывается, сначала идея, потом еда. Идея – священный объект. Место встречи с богами потребовало ресурсов. Ресурсы потребовали земледелия. Земледелие дало города. Это гипотеза. Ее оспаривают. Но она объясняет то, что прежние схемы объяснить не могли. Почему земледелие началось не там, где было удобнее всего? Земледелие началось в сухих, холмистых предгорьях, там, где это было труднее, чем в речных долинах. Почему? Ответ Шмидта – потому что там были храмы. Люди возвращались туда не потому, что там удобнее жить, а потому что там их боги. И вокруг места встречи с богами постепенно выросли постоянные поселения. Так рождался первый человеческий город. Ни в одном регионе мира ничего подобного раньше не было. Это точка ноль, начало того, что мы называем цивилизацией. От Гёбекли-Тепе через земледелие и первые города прямой путь к Шумеру, Вавилону, Египту, к письменности, к математике, к нам. Это не метафора. Это буквально происходит. ДНК прослеживает генетическую линию, пшеница прослеживает ботаническую линию, история прослеживает культурную линию.
Все ведет к одному холму в Турции, к безликим каменным стражам с вырезанными на них животными и звездами. Но Göbekli-Tepe не одинок. В 2019 году масштабные раскопки начались в Каракан-Тепе, и то, что нашли там, вызвало еще больше вопросов. Каракан-Тепе старше, датировка 9750 лет до нашей эры. На 250 лет старше самых ранних слоев Göbekli-Tepe. Если Каракан-Тепе старше, тогда традиция строительства монументов могла начаться там и распространиться на Göbekli-Tepe. В Каракан-Тепе нашли нечто, чего нет в Göbekli-Tepe. 70 фаллических изображений, вырезанных прямо в скальной поверхности. Это совсем другая символика. Не хтоническая смерть и звезды, как у Göbekli-Tepe, плодородие и жизнь. Два объекта, два культа. В 2023 году в Каракан-Тепе раскопали статую стервятника высотой 1 метр и антропоморфную стеллу высотой 2,5 метра. Та же птица – стервятник. Что он значил для этих людей? Почему одна птица появляется на двух разных объектах, разделенных 35 километрами? Это подтверждает, перед нами не изолированные объекты, а единая культура. Единый мировоззренческий комплекс, распространенный по региону. Проект Таш-Тепелер обнаружил в регионе более 12 потенциальных объектов. Большинство еще не раскопаны. Сефер-Кале, Харабихаюк, Бюрджу-Тепе, Сонсор. Имена, которые ничего не говорят вам сейчас, но, возможно, скажут через 10 лет. Каждый из этих холмов потенциально очередной Göbekli-Tepe. Спящий под землей. Ожидающий. Но почему все они сосредоточены в одном регионе? Почему именно Шанлыурфа? Что в этом месте было особенного? Геологи отвечают, в этом регионе идеальное сочетание. Выходы известняка на поверхность, рядом пресная вода, богатая дичью долина, строительный материал под ногами, пища в изобилии, пресная вода, климат умеренный. Это было лучшее место в мире для неолитической культуры. В Каракан-Тепе обнаружили также специальные комнаты с округлым дном, вырезанным в скале. Возможно, ритуальные резервуары. Что в них хранили? Воду для очищения, ферментированный напиток, кровь жертвенных животных. Каждая гипотеза документирована, ни одна не доказана. Находки в Каракан-Тепе уже бросают вызов статусу Göbekli-Tepe. Кто из них был главным? Может, Каракан — это сердце, а Göbekli — дочерний объект? Ответы придут по мере раскопок. Регион Таш-Тепелер — это научная сенсация, которая еще не закончилась. Она только начинается. Новые раскопки в Göbekli-Tepe продолжаются каждый год. Сезон 2025 года завершился с несколькими важными находками. Главная находка 2025 года — человеческая статуя с отчетливо выраженной головой и туловищем, обнаруженная между кольцами Б и Д. Такие реалистичные антропоморфные фигуры на объекте редки. Почти все изображения людей здесь — схематичные Т-образные формы. Что эта фигура означает? Это конкретный человек, предок, боги? Работа продолжается. Также в 2025 году в замкнутом комплексе Д нашли раскрашенную статую дикого кабана. Раскрашенную — это значит, у объекта была живая, яркая визуальная культура. Раскрашенная. Не серый камень. Красный, желтый, белый. Краски обнаружены в следах на поверхности. Göbekli-Tepe был цветным. Представьте, колонны высотой 5 метров, разрисованные яркими цветами, стоящие в круге под открытым небом. Это не мрачное место, это театр. Театр — место действа, ритуала, пения, возможно, танца, возможно. Мы не знаем, что там происходило, но это было живое, активное место. Одно из последних открытий полностью изменило понимание функции объекта. Найдены жилые помещения. До этого думали, люди приходили сюда на паломничество и уходили. Жилых зон нет, только храм. Жилые помещения доказывают, здесь жили постоянно, или, по крайней мере, сезонно, на протяжении длительного времени. Это не просто храм, это общество. Место, где люди рождались, жили и умирали.
где хранили еду, где готовили. В очагах остатки пищи. Газель, дикий бык, птицы. Растительная пища, лесные орехи, миндаль, дикая пшеница. Пива не нашли, пока. Но в других неолитических объектах региона свидетельства пивоварения есть. Праздничный ритуал с алкоголем, возможно. Реконструируя картину. Люди приходили, возможно, со всего региона, на сезонные ритуалы. Ели, пили, строили, вырезали, молились. А потом уходили. И оставляли мастеров. Тех, кто жил здесь постоянно. Хранителей места. Первых священников истории. Первые священники. Первый организованный культ. Первое постоянное религиозное учреждение. За 12 тысяч лет до наших дней. Это, если Шмидт прав, самая длинная цепочка в истории человечества. От первых жрецов Гёбекли-Тепе до современных религий. 12 тысяч лет непрерывной традиции поклонения. Менялись боги, менялись ритуалы, менялись языки. Но человек продолжал строить святилища. И все это, возможно, началось с тех людей, что стояли здесь, в горах Шанлы-Урфы, и смотрели в звездное небо. Что меняет Гёбекли-Тепе? Конкретно, по пунктам. Первое. Он сдвигает начало организованной религии на 6 тысяч лет раньше. До него считалось, что первые храмы шумерские, 3500 лет до нашей эры. Второе. Он доказывает, что сложная социальная организация предшествовала земледелию. Это прямо противоположно тому, что было в учебниках. Третье. Он показывает, что примитивные охотники-собиратели были способны на архитектурное планирование, астрономические наблюдения и специализированный труд. Четвертое. ДНК показывает, что люди этого региона – прямые предки большинства современных европейцев через анатолийских фермеров. Пятое. Гёбекли-Тепе не аномалия. Это центр целой сети монументальных объектов. Мы только начали ее открывать. Шестое. Намеренное захоронение объекта ставит вопрос о природе знания и памяти. Что значит сознательно уничтожить свое величайшее творение? Может быть, нам вообще нужно пересмотреть идею прогресса? Простые люди строили сложные вещи. Потом эти вещи исчезали. Не всегда история — это линейный подъем от простого к сложному. Иногда это волны, подъемы и падения, расцветы и забвения. Гёбекли-Тепе был пиком, потом пришло забвение, потом новый подъем в Шумере через тысячи лет. Что еще мы забыли? Что еще лежит под землей, ожидая, когда кто-нибудь наконец посмотрит внимательнее? Этот вопрос звучит сильнее всего, когда стоишь перед самими колоннами. Они смотрят на тебя, безликие, безмолвные. Уже 12 тысяч лет. И ты понимаешь, мы только в начале. Мы только что начали правильно задавать вопросы. Правильный вопрос не «кем они были?». Правильный вопрос «что еще мы не знаем о них, потому что не умели спрашивать?». И именно поэтому Гёбекли-Тепе так важен. Не как памятник, а как напоминание. Мы знаем гораздо меньше, чем думаем. Каждое поколение ученых переписывало историю человечества. Гёбекли-Тепе — повод сделать это еще раз. И, скорее всего, не последний. В каком-то смысле это обнадеживает. История — не закрытая книга. Она переписывается с каждой новой лопатой, воткнутой в землю. Самые важные открытия человечества ждут нас впереди, не позади. В этом и состоит урок Гёбекли-Тепе. Седьмое, что меняет Гёбекли-Тепе. Он показывает, что религия — не следствие цивилизации. Религия — ее причина. До Гёбекли-Тепе думали: сначала города, потом боги. Оказалось, сначала боги, потом города. Это меняет всю социологию религии. Восьмое. Гёбекли-Тепе требует пересмотра концепции цивилизационного минимума. Сколько на самом деле нужно для создания великой архитектуры? 20 тонн камня. 12 тысяч лет назад. Без металла, без колес, без государства.
Оказывается, всего этого не нужно для величия. Итак, вернемся к вопросу, который я задал в самом начале. Кто они? Кто построил Гёбекли-Тепе? ДНК говорит, это была генетически изолированная группа анатолийских охотников-собирателей. Они жили в этом регионе десятки тысяч лет. Археология говорит, это были люди с уникальной социальной организацией, развитым ремеслом и сложной религиозной системой. Астрономия говорит, они наблюдали небо тысячелетиями и могли фиксировать небесные события с точностью, достаточной для ориентации зданий по звездам. Их потомки, или люди, поглотившие их гены, дали миру первое земледелие, первых одомашненных животных, первые города. Около 8000 года до нашей эры они закопали свое святое место. По какой причине мы до сих пор не знаем точно. Это остается открытым вопросом. И 7000 лет холм в Шанлуурфе лежал, ждал, пока в 1994 году Клаус Шмидт не увидел в земле верхушку каменной колонны. Мы у самого начала. Раскопано 10%. 90 еще ждут. В окрестностях 12 похожих холмов, нетронутых. Что-то лежит там, под этими холмами, под этой пыльной турецкой землей. Мы не знаем, что. Но когда найдут, это снова изменит все. Потому что Гёбекли-Тепе уже показал нам, то, что мы не знаем, всегда оказывается больше того, что знаем.